София Султан. Что мы знаем об этой женщине? Историки рассказывают, что девушку-рабыню то ли албанского, то ли венецианского происхождения купила в подарок племяннику Мураду луналикая Михримах Султан. Чего добивалась Михримах своим подарком? Мурад был еще шахзаде. Какое значение в жизни Михримах играл Мурад и почему она уделила ему такое внимание? Не все мы, кто смотрел сериал «Великолепный век», задавались вопросом об этих отношениях. Но какую великолепную комбинацию разыграла Михримах? София была куплена и подарена Мураду в 1563 году. Мураду на тот момент было всего 17 лет. Как Михримах так точно рассчитала, сколько проживет Селим и почему она была уверена, что на трон после него взойдет Мурад? Османская принцесса Михримах не только подарила Софие Мураду, но и воспитывала ее, и все время держала ее под своим крылом. Говорят, что султанша хотела с помощью Софие остудить пылкий нрав Нурбану. А зачем? Она же ее подарила Мураду, а не Селиму. Как бы там ни было на самом деле, но Михримах не прогадала. Пока правил Селим, роль главной управительницы гарема имела именно Михримах, не Нурбану. Но Селим умер, и на трон взошел Мурад. А вот здесь началось самое интересное. Нурбану стала Валиде Султан. Бедный Мурад метался между двух огней. С одной стороны, он обожал Софие, с другой стороны, он боготворил свою мать. София нарожала султану детей, а вот с другими женщинами у него ничего не получалось. Нурбану всегда знала, что Софие ей враг, а потому разработала план мести. Вместе со своими дочерьми она стала покупать в гарем самых красивых девушек и подкладывать их сыну. Но нет, ничего не выходило, и султан с ними сексуально был слаб. София, конечно, все терпела, но она слишком любила себя, чтобы затевать бессмысленную войну с Нурбану. Повторюсь, Мурад любил свою мать настолько сильно, что, скорее всего, если бы ему пришлось выбирать, София впала бы в немилость. Мурад не мог противиться своей матери и принимал всех наложниц, которых та ему отправляла. В конце концов, у него все получилось, и наложницы стали рожать детей. Причем это был просто какой-то конвейер. А София терпела, за что, кстати, Мурад ее уважал. У Софии Султан не получалось быть первой леди гарема, пока была жива Нурбану. Она всегда была вторая, и это ее очень угнетало. Пока она жила, вынашивала план мести. И вот когда Нурбану умерла, София отыгралась на внуках Нурбану. Когда умер султан Мурад, а это произошло уже после смерти Нурбану, на трон взошел сын Софие, Мехмед. Первое, что он сделал, не без участия своей матери Софие Султан, он казнил 19 своих единокровных братьев, которые были рождены другими наложницами. И все они, заметим, были внуками Нурбану. Здесь София, конечно, очень серьезно за все отыгралась. Но ведь и это еще не все. По приказу Мехмеда были казнены все беременные от его отца наложницы. Утоплены также были все, кто был предан Нурбану и помогал ей уничтожать София Султан. Наложницы гарема бывшего султана, те, которые не были беременны, его дочери, были отправлены в старый дворец без права на заботу. Все они умирали там, одна за другой, одинокие и никому не нужные. Мурад получил от других наложниц массу детей. Кроме 19 шахзаде, которые были по приказу нового султана казнены, в живых оставалось еще много дочерей. Один из историков пишет, что в 1613 году одновременно были выданы замуж 7 его дочерей, при этом 17 дочерей скончались от вируса чумы намного раньше. София полностью подчинила себе своего сына Мехмеда. Она получила безраздельную власть не только во дворце, но и во всей империи. Мать так сильно держалась за полученную и долгожданную власть, что даже запрещала ходить султану в военные походы. Но такие методы влияния на Мехмеда у Валиды не срабатывали. Султан хоть и любил свою мать и прислушивался, не мог допустить, чтобы его считали слабаком. Тогда София стала развлекать себя
отношениями с другими монаршими особами западных стран. Мы же с вами сейчас взглянули на историю под другим углом и выяснили, что женщины в Османской империи сыграли такую важную роль во многом и благодаря соперничеству, которое было заложено еще во времена Сулеймана Великолепного. София же, пройдя от простой рабыни до Валиде Султан, проживала довольно сложную жизнь, полную внутренних сражений. Но, надо отметить, что Мехримах прекрасно ее воспитала, потому как из молодой и неопытной наложницы выросла сильная и мудрая женщина. А вам, как кажется, каким образом Мехримах смогла так все точно рассчитать на много лет вперед? Расскажите в комментариях.